Всем привет! Сегодня такой прекрасный, хоть еще и зимний, но очень солнечный денек. И настроение такое, что хочется сделать какие-то весенние посадочки. И я не про рассаду, а про луковичные, которые давно у меня лежат и ожидают своей очереди. Может, я даже опоздала с ними немножко, не знаю. Я делаю это первый раз. Такой небольшой эксперимент, который сделаем с вами вместе, но надеюсь, что по итогу получится что-то очень красивое. Еще в конце прошлого сезона купила я себе в ленте вот такие прекрасные нарциссы. Красивое цветовое сочетание, какие-то тут коралловые, желтые, белые, молочные и мускарики. Принесла с работы такие вот прикольные нежные весенние кашпо. И сейчас я эти луковички посажу. Ну, как умею, как знаю. Это будет эксперимент. Сажать буду вот в такой микс. Это готовая торфяная почвенная смесь для рассады. Добавила вермикулит и немножко биогумуса. Я всегда не устану повторять и говорить, что я не профессионал. Я не претендую на звание профессионала. Я просто показываю свои садовые какие-то эксперименты. Кстати, я хранила их в холодильнике, и они прошли такой период охлаждения некоторые, но бывают луковицы, которые продаются уже охлажденные. Мне сказали, что вот эти вот в цветных пакетах луковицы, они уже предварительно охлаждены, что можно даже не запариваться, не охлаждать их, но как бы хранились они у меня в холодильнике и хранились. Чудеса природы такие, что даже хранясь в холодильнике, некоторые луковицы уже показали свои зеленые носики. Как они это почувствовали, я не знаю. Как они почувствовали, что приближается весна. У нарциссов та же самая история. Но тут не особо видно. Сейчас распакую и посмотрим с вами. Я готова. Приучаю себя надевать перчатки перед всяческими работами с грунтом, чтобы беречь свой маникюр. Так, сейчас немножко поднимем камеру. Вот тут как-то и хочется, чтобы и меня было видно, и процесс. Так, вот наша емкость большая с грунтом. Какие-то крупные палочки буду убирать. И по поводу влажности грунта, ну, он у меня, в принципе, уже в упаковке шел такой достаточно влажный. Я в конце немножечко побрызгаю из пульверизатора. Грунт замешан. Знаете, еще небольшой лайфхак. Вот здесь в кашпо, это очень хороший вариант кашпо, когда есть дырочка. То, что без дырочек уже на собственном опыте проверено, что сложно контролировать, чтобы не перелить растения. И когда есть дырочка, и мы начинаем засыпать сюда грунт, она бывает выпадает из вот этого отверстия. Поэтому есть такой мини-лайфхак. Сейчас я принесу. Берем обычную салфеточку, или это может быть, не знаю, там кусочек туалетной бумаги, неважно, или там, ну, кстати, с салфетками, которые такие нетканые, я не пробовала, но я думаю, что тоже, в принципе, подойдет. И мы просто на дно кашпо кладем кусочек салфеточки, чтобы она задерживала все вот эти вот частички грунта, чтобы он не выпадал, когда мы начнем все это засыпать внутрь. Немножечко порядочком. Вот. Кашпо готово. Сейчас я открою сами луковицы. Их нужно осмотреть. Осмотреть и распланировать, что куда будет высаживаться. Я первый раз вообще общаюсь с нарциссами, с такими, ну, не в переносном смысле, буквально с луковицами нарциссов. Здесь одна луковица уже, видите, тоже показывает свои росточки. Ну, на остальных,
О, вот тут вообще, смотрите, такой же жирный росток ползет вверх. И мускари. Я очень прошу, если кто-то знает, как правильно ставить ударение в этом названии, научите меня. Но мне почему-то больше нравится мускари. У них тоже очень уже такие хорошие росточки у некоторых, прям зеленые, такие сочные. Они уже хотят вовсю расти. Вот. И я, конечно, хочу замиксовать и нарцисс, и мускари. Господи, надо загуглить. Мускари. Мускари. Вот, я загуглила. Мускари. Надо теперь запомнить только. И я хотела делать микс из нарциссов и мускари. И понятное дело, что в большой кашпо поместится побольше луковок. Ну, давайте так распределим, чтобы у нас, конечно, не было вот этого вот, что в маленькое кашпо мы посадим одну только луковицу. Хотя, а почему и нет? Вот, здесь у нас из вот этой луковки идут 2 ростка. Возьмем ее на маленькое кашпо, ну и какую-нибудь с одним кончиком. Допустим, так, вот, по объему. А остальную площадь засадим мускари. И возьмем, ну, луковки 3. 3 и 3. Ну и получается, что вот в это кашпо идут аж 6. 6. И одна из них такая же двойная. Я засыпала примерно вот до сюда грунт. Немножечко его уплотняю, но не сильно, потому что я сейчас буду луковички как бы втыкать, чтобы они там фиксировались. Я немножко убираю шелуху, которая такая, знаете, я обрезаю вот эти старые перчики, которая хорошо счищается. И как бы устанавливаю луковку, чтобы она там в грунте зафиксировалась. Я сейчас сделаю эту расстановку, еще посмотрю, прикину, нравится мне, не нравится, и вам покажу, как это выглядит. Ну и вот смотрите, как я делаю. Я просто как бы втыкаю их, устанавливаю. Может быть, это глубоко. Не знаю. Но я надеюсь, что все получится хорошо и красиво. Вот сбоку пошел росток. Вот. Ну, по-моему, даже достаточно симметрично. Хотя я не фанат симметричных каких-то посадок. Вот. Мне нравится. И вот смотрите, какой сейчас будет принцип. То есть я присыплю грунтом. Вот эти большие луковицы в любом случае садятся глубже. И я присыплю их немного. И потом вот на эту поверхность, пустые пространства, которые останутся, я посажу малышей. Сейчас сделаем. Как долго по времени это будет прорастать, спросите вы меня? Не знаю. И беру луковки мускари, которая уже проклюнулась. Я ее прямо в центр композиции хочу определить. И как бы между нарциссами, где осталось пространство, я их аккуратненько располагаю. Вот, смотрите, вот они. 1, 2, 3, 4, 5. Вы знаете, мне казалось, что так мало у меня луковиц, но верю и надеюсь, что получится довольно плотная такая клумбочка. Ну и давайте сейчас подзасыпем. Вот. А вообще, когда прорастут цветочки, я, возможно, еще дополню. Сейчас я не буду им усложнять этот путь, но я люблю вот такие композиции, когда еще поверхность вот этой клумбочки украшается мхом. Смотрится очень так красиво, по-природному. И вот здесь, если обратили внимание, у меня стоят ветки из леса. Я делала зимние композиции и втыкала их в губку флористическую. Она такая увлажненная. И смотрю спустя какое-то время, что происходит. У меня начинают наклевываться почки на этих засохших, казалось бы, дохлых ветках. В
Вчера я сделала то же самое, они стояли месяц у меня просто в коробке, без всякого увлажнения. Вчера их освежила срез, поставила на воду. Вот посмотрим, вдруг распустятся красивые листочки, и можно тоже потом фрагменты этих веточек повтыкать между цветами. Я думаю, будет смотреться здорово. Ну все, первое кашпо готово. Польем в конце, когда будут готовы оба. Сейчас приступаем ко второму. Также немножечко. Слушайте, класс алмаз. Я прям сделала столько грунта, сколько надо. Немножечко уплотняю. И дальше ставлю луковки. Большие сначала. Дальше немного грунта снова. Поднять высоту. То есть для крупных луковиц нарцисса этой высоты достаточно. Для мелких луковиц мускарий это достаточно глубоко. То есть где-то наполовину нарциссы я засыпала, подуплотнила. Даже многовато. И в промежуточке я ставлю вот этих вот. Слушайте, я не знаю, правильно я делаю или нет, но я там, где шкурка плотная уже счищается, я ее убираю. Может быть, зря. Так что я начала? В чем прелесть? Что эти луковичные начинают цвести, как только сходит. Ну, не прям как только сходит снег, но снег сходит, еще ничего нет, земля аж такая вся грустная, голая. Тут видим первые вот эти вот цветы. Они же все еще из луковиц очень такие сочные, мясистые, красивые. И глаз радует прям максимально. Ну что, я закончила уже. Я уже закончила. Сейчас я вам немножко уберу здесь беспорядок и покажу, что получилось. Ну вот они, готовы крошки. И здесь уже можно сказать, что процесс пошел. И здесь. Ну что, и берем опрыскиватель. И так, знаете, хочется какую-то деликатную струечку такую. Чик-чик-чик. Ну, прям слегка. Усердствовать не буду. Хватит. Я думаю, что лучше не долить здесь, чем перелить, тем более, что я все время буду контролировать эти посадки, и если потребуется, буду поверхность грунта увлажнять. Я протерла кашпо, чтобы все было чистенько. Сейчас еще раз пройдусь по ним тряпочкой и оставлю их здесь, скорее всего. Это балкон, здесь прохладно, сейчас в данный момент в районе 15 градусов. Для луковичных температура подходящая. Не знаю, будет это длинное видео или мы ограничимся только посадками, но если вдруг монтировать я буду попозже и у меня уже будут какие-то результаты, я, конечно, обязательно добавлю фото или видео того, что сейчас происходит с этими моими милыми весенними клумбами. Я надеюсь, что вам было очень интересно сегодня понаблюдать за этим процессом подготовки к весне. А я уже прям, знаете, чувствую весну, хочу к ней готовиться, хочу, чтобы дома были цветочки. Буквально вчера убрали все новогодние композиции, унесли елку, она стояла здесь на балконе, создавала такой новогодний шарм. Вот, уже, то есть все новогоднее долой, и хочется весны. Солнце, оно весеннее. Вот, спасибо большое вам, что посмотрели. Я буду благодарна любым реакциям. Может быть, у вас есть какие-то вопросы, пожелания, предложения. Может быть, вы мне что-то посоветуете. Может быть, я что-то сделала неправильно. Может быть, вы меня научите, как это сделать правильно. Но я делаю все от души, от чистого сердца. Дарю вам это вдохновение, которое внезапно настигло меня. Присоединяйтесь к этому такому мини-весеннему флешмобу.
делайте такие же позитивные клумбочки. Я надеюсь, что у нас с вами все получится, и что уже спустя какое-то время, надеюсь, не очень долго, ну, может быть, через месяц мы увидим здесь какие-то первые распускающиеся цветные лепестки. Я обязательно вам это покажу, я в это верю. И всем желаю удачи в ваших посадках.